Здорово, привет! Хотел с вами поделиться лайфхаками, которые узнал в Ливане и которые вам точно в жизни могут пригодиться. Я сначала минутку вам про страну. То есть была нормальная страна. Конечно же, у нее были военные действия, как мы знаем. Сейчас это популярно. И в какой-то момент кому-то стало выгодно, что по правительству появились идиоты. Тоже ничего не напоминает, да? И начали выпускать идиотские законы, и в результате чего страна за 2 года имела инфляцию больше 2000%. Если вы посмотрите в Google, сколько стоит ливанский фунт, то есть это где-то 1 евро плюс-минус 1500. Кстати, всегда задумайтесь, почему Google показывает такой курс. По факту, если у вас деньги заморожены в банке в долларах или в евро, у вас будет курс 1 к 7000, то есть 1 к 7 уже, не к 1,5, как показывает Google. То есть, если у вас заморожены деньги в долларах, вы можете их поменять в новых долларах, 1 к 7. Если в старых долларах, 1 к 2,5. Если вы заплатите в Старбаксе, то курс у вас будет 1 к 22. То есть 1 евро вам 1,22, 1,25, где-то так вот. То есть за 1 евро вы получите 22 тысячи местных фунтов. А если пойдете менять на черном рынке, то вы получите за 1 евро 37 тысяч. На сегодня. Когда я приехал, было 27 тысяч. Ну, это, конечно, все прыгает. Так вот. Вы представляете, да, Google показывает 1,5. Кто-то меняет в банке по 7, кто-то по 22, а кто-то по 37. Представляете, да, какой уровень экономики? При всем при этом у всех людей, вот теперь начинается самое главное. Во время начала кризиса заморозили деньги в банках. Валюту в банках. Обращу внимание, да, доллары. И люди ничего с ними не смогли сделать. Потом произошла инфляция 2000%, а потом им сказали, вы можете валюту менять по старому курсу. То есть сейчас 1 евро сейчас стоит 37, а вы можете его поменять по 2,5. А новые евро, которые будете получать, можете менять по 7. Ну, то есть, в принципе, государство обворовывает вас, на ровном месте. И вот видите, какая классная страна. Видите, нежилые дома, полуживые дома и новенькие небоскребчики. Ну, все как везде. Феррари, Порше, Lamborghini, Lamborghini. В общем, кто как хочет произносит. И теперь вопрос, чему мы можем здесь поучиться. Ну, во-первых, любой нормальный местный бизнес, вот теперь лайфхаки пошли. Любой нормальный местный бизнес имеет офшоры. Ну, офшоры я называю не какие-то черные офшоры, там нормальные какие-то. Кипр, у кого-то там Ангола, еще что-то. Ну, то есть имеет бизнес все снаружи. В Турции еще где-то. То есть никто не держит бизнес все в своей стране. Дальше все расчеты производят не в местной валюте. Понятно, что когда у тебя валюта за 2 недели обесценивается на 30%, понятно, что ты в ней не можешь вести стабильный бизнес. Вот. Все ребята 100% имеют какие-то офшоры. Дальше посмотрите, замороженные счета. То есть все деньги, которые были нормально в стране, в чужой валюте, кстати, в долларах, обратите внимание, там, их заморозили. То есть получается глупо держать доллары в своих же банках, да? Вот. Ну и вот подумайте, государство просто взяло и раздело всех своих жителей. Чтобы государство никто не пошел морду не набил, они что сделали? Очень просто взяли, вокруг парламента поставили, оградили металлическая проволока, БТРы, танки, бетонные заборы. Ну, в принципе, тут при большом желании даже хороший отряд не сможет прорваться. Да? То есть настолько они хорошо забаррикадировались. Вот. Все. Ситуация плачевная, хотя сейчас уже говорят, что экономика уже имеет тенденцию восстанавливаться. Уровень ВВП, как я говорил, на 20-30 лет откатился назад. График я вам предложу в описании. Вот. И какие лайфхаки? Еще раз. 100% диверсификация. То есть имеете бизнес в одной стране и чувствуете, что ваше правительство начинает нести какую-то ерунду, просто диверсифицируйтесь. Разные страны, разные счета, разные компании, что хотите. Но вы понимаете, что вот просто жили люди, у которых просто все забрали. Еще взрыв был в Ливане, если посмотрите, в Бейруте, который тоже 300 тысяч человек оставил без ничего.
все отлично понимают, что правительство просто ворует деньги, ни за что не отвечает. И мало того, что ездит на БТРах, чтобы их там не кокнули, да. Все понимают, что чем-то это попахивает, чем-то это похоже на некоторые страны. И точно так же ограничивают валютные операции. Какие-то деньги вам автоматически меняют, блокируют. Поэтому просто учитесь у Ливана, диверсифицируйтесь. И, кстати, до сих пор здесь цены все. Вот приходишь в бар, например, там стоит что-то 400 тысяч, а завтра приходишь 420 тысяч, а завтра приходишь 425 тысяч. Они для себя в голове все считают в другой валюте. Но другую валюту на счете не держат, потому что хана. Вот, кстати, тоже такой местный житель. Их тут очень много, кстати, этих местных жителей. Вот, и они там прям как в Турции. Тут, наверное, Ливан, наверное, самая кошковая страна. Все, ребят, поделился и хочу сказать, это развитая страна. Тут есть, не знаю, Starbucks, Макдональдсы, салоны Феррари, там, не знаю. Это развитая страна, в которой дофига, в которой много денежек. Где-то они, конечно, оседают. Тут много международных брендов, которые остались, конечно, ни с чем. Это развитая страна, в которой люди, у них просто заморозили все деньги, и они ничего с ними сделать не могут. Вот так. И надеюсь, что мои советы бы вам не пригодились, но я очень рекомендую вам задуматься о том, как здесь живут, и о том, что это не просто какая-то там бедная африканская страна, а о том, что это хорошая экономика, которая была полностью уничтожена за несколько лет, и у людей ничего не осталось. Вот так вам. Удачи, до следующих видео.